Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Я вижу сеанс Людмилы с этими людьми. Они находятся в секторе магии. Этот сектор, он стоит и держит фотографию и говорит, она заказала сеанс. Это вот в секторе магии. Идет такая черная полоса в сектор принятия решений, а потом где-то на середине, вот на уровне талии идет такая вот как перпендикулярно вот этому подключка в сектор интерферентов. И там какой-то интересно так, как будто бы колба такая черная. А в секторе будущего и высшего я вот так отдельно от нее стоит, как ее высшее я, сияет так и так удаляется, 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 уменьшается. А ее энергосфера в этот момент так скукоживается. И с правой стороны вот это все огонь такой горит. И она так вся, вот фотография вот эта, как будто бы плавится. То есть там, где она, перед ней, перед ее энергосферой, вот как картина большая, стоит это ее фотография. Мгм. Хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Мгм. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Людмилы на счет 3. 1, 2, 3. О, я вижу, она сидит без одежды, как на физике, но без одежды. Эм, и извиняюсь за подробности, так, попа на корточках сидит, согнулась, и попа как-то так светится, а вся ее фигура вот так как бы почернела, и она вот так сидит. Мгм. Ой-ой-ой. А вот эти люди, они как будто бы ей голову отсекли и несут на таком серебряном блюде. Мгм. Вот, туда понесли, в сектор, интерферентов. Хорошо, Виктория, дальше мы разберемся. Ага. Давай это эфирное Сейчас я с ним ДНК. поговорю. Она оборачивается, и на ней, на ее лице такая маска с таким, какими-то злобная, как бы ухмылка и такие зубы огромные. И это не она говорит, а это маска. И говорит: "Я тебя не знаю". Мгм. Говорит: "Мне не о чем с тобой говорить". Я, подошла и так Люду за плечи. И она так раз рукой показывает, вот, мне сектор предательства, так и прозвучало вот это вот здесь, сектор предательства. Да, ну да, там, где находятся эти все ситуации, предательства себя. Мгм. И, она говорит, что Люда говорит, как будто бы, ну, это ее эфирная часть, показывает также туда, в ту колбу, в секторе инферентов. И говорит, что вот так говорит: "Она отдалилась, ну, типа от меня, от себя", показывает на ее многомерную сущность. Одна ее вот эта сияющая часть, которая постоянно вот уходит, а, ее, считывается истинное "я", то есть это то многомерное "я", которое ближе всего к нашему физическому воплощенному телу. Оно буквально в этой колбе черной трепещет. Мгм. Вот очень беспокойная, вот так вот, трепещет. Ам, а я с эфирным
как бы двойником разговариваю, то есть эфирное ДНК считываю. Да, это она. Вот я вижу ее лицо, считываю, это она. Мгм. И я, а в сердце вот такое, как дыра черная, и считывается, что дала себя обмануть. И прозвучало Мгм. имя Армен, Мгм. наследник. О, Армен, наследник дьявола, то есть по следам идти. Мгм. Добро, Виктория. Спроси у Людмилы, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Она почему-то говорит, как бы встала вот там, где она сидела, и так подошла вот как бы к столу какому-то и говорит, сейчас вернусь. Вернись, послушай. Кто это сказал? Она сказала, что мой, а кто мой? Отказался. Э, Говорит мой разум. И я вижу, что там контракт подписан, и она вот так к этому контракту как бы подошла, как к стойке такой, как к столу такому, знаешь, как на Мгм. сервисе в отелях, например, да. И этот пошел лист туда, где находится и трепещет вот так, как пойманная рыба, знаешь, В сачок. садке. Да, Мгм. да, да. Сейчас я еще раз ее спрашиваю. Я ей передаю, вот я с ней говорю, я просто как бы наблюдаю за этим разговором. И я ей говорю, что она хочет простить и отпустить себя, простить и отпустить всех, прошлое и отменить этот сеанс. Я буквально вот так показываю это. О, и она сказала, ну тогда я согласна. Мгм. Так. И встала, э, встала, а перед ней стоит такая темная фигура серая. Сейчас я посмотрю, кто это. Мгм. Что это за... А оно вот так вот перед ней звучит, оно вот так идет как бы на правую сторону, как так Армен, 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 Армен. И прямо вот так вот, это как портал, который тянется в сектор и интерферента, вот там, где ее душа трепещет. Мгм. И считывается, ушла от себя. Что это за темная фигура, которая вещает? Это приказывая этой фигуре убрать иллюзии, отвечает, что она такое. Вижу, там проявляются такие черные глаз, один или два, по-моему. Это как такие, как очки, и левый глаз как будто бы закрыт, а правый такой намного больше, и так смотрит, перемещается в сектор магии. И снова я слышу «наследник дьявола». Мгм. А вот этот глаз, и он в руках, вот в секторе магии, опять оно вернулось к этому сеансу, держит фотографию. А эта девушка, Светлана? Светлана, она вот лежит. Она лежит, и такое облачко какое-то вокруг нее. Как бы вижу только вот так, как будто бы часть ее до пояса. Она лежит, а вокруг нее такое облачко. И я посмотрела, спросила, что она там видит, а оно считывается вот так, иллюзии. И перед ней такой черный экран, который порталом вот так тянется в сектор магии. И где-то там внизу соединяется от этого сачка, да, где душа. Но душа находится не очень низко, а так вверху.
прямо под поверхностью. То есть ее Мгм. душа как бы не ушла далеко, и мне сразу идет информация, потому что у нее расторгнуты, я слышу, предварительные, главные контракты. То есть, Мгм. вот. И уходит еще куда-то ниже, и там какой-то опять вот этот род появляется, который как будто бы рвет на куски. Я слышу высшее я. Мгм. А у него во рту такие, это, сейчас я считаю, что это энергетический объект, эгрегор власти над душой. М. Это как бы она вернулась, как бы посмотрела, скажем так, в тот колодец, с которого только что удалось ее спасти. Вот это так считывается. Вот. Мгм. Так, хорошо. Вот это А, вс Да, Виктория. ну, я вот это слышу, там идет, что поддала сомнению свое высшее я. То есть она сомнениям поддалась. Ам, Мгм. Так, и кто хозяин там? К какому эгрегору она, понятно, Кто там, подсоединилась? кто хозяин эгрегора власти, приказываю проявить согласно эфирным ДНК в его пространстве, приказываю убрать иллюзии, отвечает, кто он такой. Ой, там какой-то пират с такими ножами. Чух-чух, точит ножи. Чух-чух-чух-чух. Мгм. Так, это Кто кто? он С такой? одним глазом. Один глаз закрыт. Ну, просто пират стоит, Мгм. такая это тельняшка, вот. Э, Кто он такой? Приказываю ему убрать иллюзии, отвечает, кто он такой. Считывается вор. Я вижу от этой эгрегориальной структуры и идет вот прямой портал к Армену и Светлане. Мгм. Так, а кто хозяин этого? Еще пошел вниз такой уже не черного, а серого цвета портал. Мгм. Еще в другие пространства, более низкие. И они буквально такие низкие, что такой гул, как ноты, знаешь, очень бас. Мгм. Так, кто хозяин этого пирата? Звучит, идет опять, меня как бы выбрасывает к этому Армену, и звучит капуцин, М. пси-технологии, капуцин, секта предателей. Ну, это понятно. И вот к этому порталу, который как шахта тянется вниз, к этой парочке тянется много-много таких нитей, а здесь такие, как этажи. И считывается так, этажи власти над душой. Мгм. И сейчас, когда я еще более низко опустилась, я вижу, что там находится а, какое-то зеркало, зеркальце какое-то. Так, Да. что это за энергия зеркальца? К чему она относится? О, я вижу там эта ситуация, и он показывает, этот Армен в этом зеркале показывает ее фотографию. И вижу, что в этот момент она позволила вот этому зубастому, как бы, знаешь, как собаки рвут э, Мгм. подушку, например, да? Мгм. Как тузик грелку говорят. Грелка. И Мгм. вот так вот эти энергии, да, в этом эгрегоре отрывают от нее части ее, я слышу, божественного я, и в результате этого она вот стала без одежды сидеть и оголила свою попу. А почему именно попу, интересно? Это вот на физике, это вот я вижу, страус так делает. То есть, когда он прячется от Качает проблемы, голову. он не Мгм. хочет решать проблему, да, он голову прячет в песок, вместо того, чтобы своим копытом как дать,
нападателю, да, то есть он голову вот спрятал, я не вижу, значит, ничего не отвечаю ни за что. Но попа все равно получает. Мгм. Это вот эта метафора это означает. Кармическая ответственность, вот оно прозвучало. Дальше, еще ниже. Кто? Там появляется как огромный глаз, считывается надзиратель. Вот, надзиратель над душами. Мы сейчас путешествуем по этому эгрегору, по этой информационной, считывается гряда, да, то есть как такой Мась. массив, да, Мгм. энергетический, который запутывает и затягивает внутрь божественные души, истинное Я. Мгм. И дальше я вижу как в каком-то углублении и в каком-то как аппендикс, да, Мгм. как ответвление от этого портала. Что-то там важное происходит. Контракт. Там находится спрут. Мгм. эм, И вижу, Людмила за столом сидит. С одной стороны спрут, с другой Людмила. У Мгм. спрута какая-то шапочка черная на голове странная. О, колпачок. Мгм. Вот. Что между И ними я происходит? сразу вижу, да, я считаю, недоверие себе, к себе, то есть не, она как бы невера, вот этот блок у нее не проработан, неверие в себя, неверие в то, что она может как бы слышать себя, привело как раз ее к решению заказать у этих людей этот сеанс, ну, и она как бы открыла доступ к своему подсознанию. Так. Что произошло на этом контракте между этим Спрутом и Людмилой? О чем они договаривались? Я слышу, она вот так сделала и говорит, и я подумаю, а Спрут говорит, Вика бреше, ну, брешет, врет. Мгм. Вот, это сомнение ее. Вот, Мгм. он это ее программы, оно считывается как внутренние черти. Вот, и они говорят, эти ее внутренние программы, Вика врет. А она вот так сделала и говорит, я подумаю, я посмотрю. То есть она исследует. Вот заказав этот сеанс, она как бы исследует и проверяет саму себя. Мгм. И контракт звучит на 2 дня. Вот так вот, на 2 дня почему-то. Она показывает 2 пальца, говорит 2 дня. Мгм. Спроси у Людмилы, какой у нее скрытый смысл в этом контракте, зачем он ей нужен? Она достает как будто бы из-под юбки какую-то черную штуку. Говорит мой муж. Так, что это она застала, что это за энергия? Она у нее буквально была там, где первая чакра. А, М. И такой черный, как комок какой-то, говорит мой муж. Говорит, мой муж удалил себя из жизни. Я ее спрашиваю, почему это для нее важно. Она говорит, вот я вижу тот момент похорон, и она говорит, что я плакала мало. Я ее дальше спрашиваю, почему это для нее важно. И она говорит, что она наседка. Такой образ идет, ну, как курочка наседка, да?
И я дальше спрашиваю, почему это для нее важно. И она говорит, что она не послушала своего внутреннего помощника какого-то. Мгм. И я спрашиваю, почему это для нее важно, и мы еще глубже погружаемся. Она говорит, потерян мой внутренний фокус. Я задаю последний вопрос. Почему это для нее важно? И там я слышу в кладовых души, она как будто бы своими руками берет, считывается сердце. Говорит, что потеряла сердце. Мгм. И в этой энергии сердце, она буквально сердце берет. Но и оно такое, я еще не понимаю, какое, но не живое, а может это просто энергетическое. Оно такое выглядит, как будто бы сердце, но такое символическое, как кристалл какой-то, и гранями так сияет, но очень приятное. Мгм. Вот, говорит, и там такой звук, знаешь, как поют арии. М. Гармоничный звук? Сейчас я послушаю. Нет, он не гармоничный, он вот этот звук Мгм. и я вижу источник его, там в сердце внутри такая волна черная находится, как червячок такой. И эта волна вот настраивает на такой, ну, буквально считывается дурацкий фокус. Ну, это как те, кто не умеет петь, так вот, Мгм. вот такое, и такая эта волна, вот этот звук идет вот по этому потерянному пути. То есть мы же прошли по этому пути вот именно туда, потерянное сердце. Мгм. И, ну, я сейчас А, спрошу, когда она потеряла это сердце. Ну, я вижу, что это выглядит вот так в эфирном плане. Она маленькая девочка. В эфирном плане она стоит как будто бы на табуретке и говорит директовно. Мгм. В эфирном плане это считывается как а, отказ от живого отца и принятие его должности, то есть его личности. То есть фокус внимания перенаправился из его божественной части на и принятие его, то есть она как бы отказалась от его высшего я, от его истинного я и приняла его личность, то есть его должность, его вот эту роль, должность директора. Ну, это, ну, по сути, это, ну, вообще-то это неплохо, не хорошо, но почему оно так это все сработало? И Мгм. я вижу, что от этих вещей, потому что вот этот контракт находится в секторе, ну, как бы с правой стороны, а вот эта ситуация детская в левой стороне, и они как бы соединились вместе, и там еще какой-то черный объект, считывается субъект суждения. Так, что это за субъект? И там как будто бы молоточек такой. Тук, 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 тук. Мгм. Сейчас посмотрю, что эта метафора означает. Вот оно что. Папа пример. Вот я вижу, ее папа, он вот радостно,
рассказывает о каком-то своем достижении. И это именно вдохновляет маленькую девочку. Вот. И она, ну, это как бы использованы и искривлены вот эти естественные механизмы, потому что ребенок, ну, как бы перенимает пример родителей, окружающих людей. Он не слушает, что люди говорят, он реагирует на энергии. Вот папа Мгм. радостный, вот я его вижу даже, как он выглядит, все очень интересно. И он подхватывает доченьку на руки, вот, и она вот перенимает вот это как бы восхищение Мгм. и считывается. Эм, и там как что-то такое, как хвост такой, ну, как обрубок такой, эм, просто как телепается. Вот так сейчас я посмотрю. Что это такое? Оно М. никуда не ведет. Мгм. О, теперь понятно. Это отрублен тот черный портал, который ее уводил, в те глубокие слои, по тем контрактам, но они расторгнуты, их нет. А это вот так прям прозвучало, доработка. То Мгм. есть, то, что осталось, непроработанные какие-то нюансы, вот они как бы и повсплывали. Мгм. Спроси у Людмилы в тот момент, что она чувствовала, когда отец это рассказывал, что её впечатлило? Так, он то ли ей, какой-то предмет дал, и она как бы вот так, энергетически, вот, у нее на тот момент, был контракт и были эти подключки. И именно я вижу, как, из-за этих подключек, из-за этих энергий и из-за этого контракта, потому что это темные вот эти энергии, вот так М. сделали. Как бы жадность или себе. Эм, Ага, проявились программы. да, и в этот момент, застучал этот молоточек. А что М. за молоточек? Я вижу, что этот молоточек не только стучит, но и он кружится по каким-то пластинам. Он как часики, да, и там такие пластинки, и он вот так, стучит, и они звучат. Так, что это за механизм? Мгм. Это механизм взаимодействия, ам, межличностных программ. То есть это взаимодействие межличностными этими ролями, которые человек проигрывает. Ну, М. какую роль она сейчас играла? Она говорит: "Папина дочка". Я спрашиваю, какого папу она, выбрала в этом моменте. И она говорит: "Директора". Ну, то, что я объяснила, то же самое. То есть она Мгм. не истинного "я" выбрала, потому что папа как бы не додал ей вот этой внутренней гармонии, внутренней любви, а как бы, ну, вот мне идет, как бы хвастался своим положением, и она это приняла. Мгм. Да, мне идет баловство, то есть он ее баловал. Так. И это вот привело к этой диффузии. Опять звучит диффузия. Мгм. Так, спроси у Людмилы, видит ли она этот момент с отцом, что она приняла? Да, она видит, она встает из этого, стула и этой серой табуреткой. А что интересно, в этой серой табуретке вот меня сразу, так знаешь, привлекло внимание, такой глаз там черный. И я вижу, что эта табуретка — это на самом деле как серый, те же энергии и глаза эти черные.
и один открыт, а другой закрыт. Ну, как бы открыт, вот это черные глаза, они как бы открыты у серых, да? Мгм. Ну, у них, Ну, да. бездонные, Мгм. что символизирует вот пропасть и смерть. Потому что это, ну, это духовные сущности. Мгм. Они изобретение э, потусторонних сил, то есть тех духовных сущностей, которые находятся за пределами физических измерений. Мгм. А вот этот серый, он в интерферентах находится в том. Да, она вот стояла как бы на нем, встала на этот стул, да, на эту М. табуреточку, и она вскочила с этой табуретки, взяла ее вот так за ножку, и этой табуреткой вот как бы стучит по этому механизму, который начал ломаться. Вот этот молоточек, вот это все, он ломается. И она Мгм. говорит: "Я папина дочка". И я вижу, как она прильнула, ее сияющая часть, к его сияющей части, сердце к сердцу. Вот оно что. Я вижу, как, это метафорическое, сердце, вот это, какое было такое искусственное, оно, вот так упало, уходит, а с него это как было как капкан такой, а с него вылетела как голубь, птичка такая сияющая. И она говорит, что это, фокус ее истинного "я". И я вижу, как, она с этой ситуации, с этих, глубин как бы увлекает за собой и эту сияющую душу ее папы. Потому Мгм. что он как бы, так все этот антимир устроил, что, э, он тоже как бы кармически ответственный за ее упадок. Я Мгм. передаю ей, чтобы она передала папе и маме, и всему ее роду, что она любит, каждого из, своего рода, эм, части эту сияющую, божественную, истинную, и отвергает эти темные негативные энергии, которые являются тенью прошлого. Этого нет, но это только тень прошлого, чтобы она и вот я вижу, как закрывается этот портал. Я передаю ей, и она вот так вот это с себя это снимает, выкручивает, чтобы она это уничтожила, сожгла. И когда она сожгла, то идет эта метафора, как неопалимая купина. Это растение, верес, да, который после огня первым прорастает. Вот она как бы и такое, ощущение приятное, как, знаешь, как, прям звучит, обновление духа. Я вижу, как она буквально, вылазит вверх, ее вот эта божественная часть. Я ей передаю, и она дошла до этого момента, где был контракт подписан с этим, Спрут. спрутом. Да, да. Мгм. Вот, и она вот так взяла этот контракт и смотрит он вот так как бы прозрачный, она смотрит как на свет, на него разорвала вот так и говорит: "Я свободна". И полетела как ангел вверх, поднимается вверх. Вижу так, к какому-то моменту одна поднялась и, переставила, кого-то. Сейчас я посмотрю поближе. Мгм. Армен и Светлана. И она их берет у себя из сектора магии и перемещает в сектор интерферента, в этот портал. И я вижу, как такая черная считывается мгла, отваливается у нее из сектора будущего, из сектора высшего я, и как бахнет туда, то есть они получили карму. А она вот так вот сделала, то есть решила свой вопрос. И, ее высшее я слышу, оно слетело вот так пониже,
и какой-то оранжевый такой свет, и оно, я слышу, договаривается, и они говорят друг с другом. Мгм. И сейчас я вот смотрю и вижу, что в секторе вот с правой стороны у нее, ну, у меня это вот здесь я вижу, там, где эта полоска была к этому Армену, этот портал как бы прервался, но остался, как бы ниточка такая прервалась, но Мгм. остался сам какой-то объект в секторе предательства себя. Мгм. Что это за энергия? Сейчас я посмотрю, там какое-то движение происходит. Такая, я слышу подвижка и вижу, как будто бы мебель переставляют. Вот такая подвижка. Мгм. И вижу там ситуация, где Людмила в своей квартире, и она вот так командует, что-то говорит, ну, с кем-то доносится, как бы ну, физически я вижу э, Мгм. звук. И она показывает на часы, часы черные. Показывает вот так, стучит пальцем, типа что у нее время, и показывает опять два дня, говорит. Мгм. Спроси её, Людмила, что это обозначает? Она говорит 2 дня на размышление. Мгм. И я ее спрашиваю, когда у нее эти размышления закончились, то есть она сомневалась, она как на качелях каталась, вот так туда-сюда, туда-сюда. И через 2 дня, ну, вероятнее всего, что это после сеанса этого, который она заказала, она говорит, что мне нужно к Вике, и в этот момент я вижу, как она ухватила эту черную энергию, которая говорила, Вика врет. Она из сектора магии потянулась, и она ее схватила за шею, как шмякнет этой черной энергией, и Мгм. сказала, я живая. Я ей передаю сейчас, что она хочет отказаться от проведения этого сеанса. Вот. И Мгм. забрать, отменить. Я вижу, как эта фотография ее, да, рассыпается. Вот, она рассыпается, как пепел, а светлые частицы с этой фотографии возвращаются к ней, и она расторгает контракт с Арменом и Светланой, и с его демонами ихними. Мгм. Вот. И поднимается вверх, и я вижу, как у нее появилась одежда, и она выглядит, Аврора звучит. Мгм. Такая красивая одежда, вот так на ней вся развивается. Она говорит, и вот так из-под ног ее уплывает, говорит, тень прошлого. Мгм. И А говорит, ш я тут с вами. А я спрошу, с кем это с вами? Она говорит, меня ждут. Я спросила, кто ее ждет? Она говорит, у нас глобальная миссия. И показывает, вокруг нее столько стоит таких же светлых существ. Сейчас я спрошу, кто это. Мгм. Сейчас я посмотрю. Посмотри, Виктория, кто это души? Они звучат как, вот я узнаю, очищающиеся. У них у всех, у этих душ, ну это не души, это как эфирные тела, которые мы считываем. То есть это субъект, который считывается. Мгм. Это как двойник, это как определенная информационная, как сгусток, скажем, информационный, да? Мгм.
это одна из мерностей, цифровая, скажем так, копия, грубо говоря, да. Потому что человек как гармошка, вот так как растягнешь гармошечку, то есть гармошка одна, а вот этих ребер много. Точно так же и Мгм. человек. Вот эти все его мерности, да, высшее я, наблюдатели, это как ангелы-хранители, это все один и тот же субъект. И на физике мы это видим этого как человека, как физический. Вот. И у всех у них вот такая, как одежда, чуть-чуть как бы замазана, серая. И кто-то вот стоит, и они все в виде таких вот красивых, как богов и богинь. Это вот М. высшее я. И они опять говорят, что мы очищаемся. Мгм. Говорят, что мы чистим свет. А какой свет? Свет чистим. Мгм. Да, Виктория, а вот помнишь, это сердце было, которое там звучало снутри каким-то там Так оно непонятным же хором? рассыпалось, Очистило? ушло, а с него вылетела эта, энергия, как птичка. Но душу, высшее я, душу даже, ну, такая метафора, в песнях звучит, что душа моя птица, птичка. То есть, она как птичка, буквально как сияние такое, ну, как Мгм. будто бы птичка, сияющая с крылышками. Вот она как бы вернулась, в живое сердце, заняла свое естественное место. Хорошо. Так, и что у нас среди этих, как ты сказала, эфирных двойников заняло ее место? Э, Смотри, мы находимся каждый на своем уровне. Мгм. Вот когда люди воплотились, то мы друг с другом общаемся ртом физически, да, мы слушаем ушами физическими, то есть мы живем в физическом мире. Также мы общаемся на уровне коммуникации духовной своим истинным «я», которое вот как бы с этой частью души, которая вот непосредственно уже ближе всего ответственна за свое воплощение. Да? Но есть еще другие мерности, то есть много-много мерностей. Их, вероятнее всего, 22. Мгм. Мне почему-то число пошло 22. Но я не буду утверждать, потому что это Мгм. все нужно проверять. Вот. И, например, ну, скажем, образно так, чтобы объяснить. Если, мерность физическая — это 1, то, э, цифровая наша копия — это как объединяющая нашу душу и наше физическое. Да, потому что наш физический разум — это тоже непонятно что. Ученые не знают, что это такое. Мозг то есть там этот, но Мгм. как это все происходит, объяснить никто не может, потому что это все тоже лежит, в другой плоскости. Вот. То есть это объединяющее. Но этот М. вот, да, он, хранит память, я слышу. Это память, это генетическая память. Мгм. Вот. Но души, которые, например, находятся, вот эта мерность души, например, на втором, ну, на третьем, на десятом, ну, вот на десятом уровне, то эти души общаются между собой и видят друг друга, скажем так, на уровне десятом. Мгм. И чем выше сознанием своим физическим человек способен подняться на эти уровни, а он может подняться только через свою душу, через сердце, через себя.
Потому что именно в сердце находится, образно говоря, та тропинка, которая ведет через высшее Я к божественному источнику. И вот я вижу, как это заворачивается, вот это Фибоначчи. Э, Мгм. вот, то есть это гармоника вселенская. Последовательность. Да, Так. да. Вот оно заворачивается вот так. И в конце концов получается так, что на самом высшем уровне мерности находится первотворец, но он одновременно находится и в душе, в сердце именно. Мгм. То есть он как Виктория. будто бы опускается, образно говоря, до уровня человеческого сознания, бытия для того, чтобы присутствовать своей высокой, самой высокой мерностью в каждом человеке. Мгм. Виктория, где в этой мерности находится тот механизм, который обеспечивает гармонию между физическим сознанием и нашим высшим Я? Это решение. Вот я увидела этот молоточек. Пух, решение. М. То есть своими действиями, своими решениями человек определяет свой путь. И он может вести или внутрь, или наружу. Вот это по этому принципу как раз и можно очень легко определить методы работы. Да? То есть вот это цыганское гадание, которое я заказала себе М. э, Людмила, да, это Мгм. путь вовне, это выход от себя, скажем так. Разобрать, ну, аспекты, то есть мы вот, аспекты, да, то есть она вспомнила этот аспект. Но это было не гордыня, как она себе подумала, да, ну, возможно, в какой-то мере, да, а Мгм. это Да. потому что это мы так называем гордыня, это мы определяем, да, а во Вселенной нет такого добро и зло. Там есть все общим опыт, да. Кому-то нужно зло, он идет по дороге зла, во внешнее, в пространство выходит. Кто-то хочет добра, жизни, он разбирает вот эти моменты. И вот этот сеанс это наглядно показал а, правильность вот этого метода. И наш метод – это тот метод, который был как бы одобрен 60 лет назад, потому что оно так работает и помогает обрести опыт, когда человек разбирает те аспекты, которые ему подсознание подкидывает. Вот контракт пришел к завершению, он начал Людмилу тревожить, и она засомневалась, вот, и заказала вот этот сеанс, и он э, ну, это не хорошо, не плохо, это факт, да. Да, то есть, она получила опыт, и Мгм. это на самом деле ее еще приблизило к решению этого, момента, да, то есть дала подсказку, и эту энергию сомнения она тоже убрала, подчистила, как говорится. Поэтому, Мгм. а, она большая молодец, что чувствует, вот она на самом деле чувствует себя, но ей нужно как бы вот мой совет, да, что я вижу, как бы больше доверять себе. Мгм. Хорошо, Виктория. Очищаем пространство, Да. отсоединяйся от проработанных ситуаций. О, сейчас я ее вижу. Вот это она мне уже нравится. Вот лицо смеется, радостное, да, и сияет. Мгм. Так, Виктория, спроси, то есть посмотри у Людмилы по здоровью был этот герпес на крестце. Остались ли причины появления этого герпеса? Ну, это связано с этой черной штуковиной, которая там была, и она говорит, что она получила это от мужа.
Мгм. Когда это произошло? Это от американского мужа она получила это заражение герпесом. М. Когда это произошло? Что это была за ситуация, когда она приняла это в её Это секс пространство? был. Мгм. Ну, я ж не Спроси буду у это описывать. Ну да, у Людмилы спроси, хочет ли она изменить эту ситуацию, отказаться принимать его чужеродные энергии. Если она хочет, пусть она откажется принимать её Да, я ей пространство. передаю, чтобы она повысила иммунитет, на своего физического тела, эфирных всех тел, и просто убрала, раскрутила. Пусть она найдет этот вирус в ее пространстве. И Мгм. вот я вижу этот вирус. Ой, ёлы-палы. Это вот эта пластинка, это вот эта, которая пела так: "А". Мгм. Вот такая, как волна, вот такая изогнутая, типа S, тока такое, ну, не закрученное. Вот такая пластиночка. Я ей передаю, чтобы она сейчас, она берет, его, этим же ж молоточком и убивает. Ну, как бы уничтожает, стучит по нему. Мгм. Хорошо, пусть она полностью исцеляет себя, все эти энергии, Да, отсоединяет я ей полностью. передаю, чтобы она просто раскрутила эту спираль информационную, всех этих, вирусинок, которые каждого вируса в отдельности и целой группы, информационной, как, колонии. Вот, и удалила эту всю информацию из ее личного пространства на уровне физики, на уровне всех эфирных тел, и чтобы она сейчас стерла со всех информационных полей информацию о том, что это присутствовало когда-либо в ее пространстве, и попутно пусть, очистится от всех паразитических структур, эфирных паразитов, физических, на всех уровнях ее сознания, бытия, физического воплощенного тела, а также эфирных тел, пусть сотрет и наполнится иммунитетом. Вот оно что. Вот. Надо же, когда вера в себя у нее падает, тогда они, как бы вырастают, их сила. Я передаю ей, чтобы она зашла в тот момент, когда ее вера в себя будет максимальной. Она так вшух, Аврора. Мгм. И вот это ее, многомерная сущность. Я ей передаю, чтобы она, отсоединилась. Ой, нет, 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 это нет. Звучит, ее вот это очиститься, но не на совсем. То есть у нее много, каких-то, сказочных представлений, типа вот унесется, Мгм. Если вот очистились, то нам надо это куда-то в другое, в райское кущи уходить. да, а Эт рай, это на самом это не деле, он в обязательно. сердце. Да, рай — это, взаимоотношения, да. Это, мы раем называем, вот я раем называю, когда вот я приезжала к маме, у меня настолько были теплые отношения с родителями, что это просто словами передать невозможно, это просто чувствовать нужно. Вот, и папа, и мама. Вот это был рай настоящий. Мгм. Да, я старалась, все рассказать, им помочь. Они помогали мне, не знали, куда буквально посадить. Вот это рай, да, то есть отношения. Потому что самое важное в жизни человека — это отношения сам с собой. И когда эти отношения налажены, тогда отношения с окружающими тоже налажены. Вот, это не где-то вот там, это вот здесь. Я передаю вот это ее вот разговор, он по отношению к ней находится в секторе магии. То есть это мышление, и оно как такая серая пластинка. Мгм.
Вот. И я ей передаю, чтобы она сейчас убрала все ложные представления об устройстве мира, и пусть возродит веру в себя, знание о себе и контакт с собой и своим божественным источником. И снова вижу вот эту спираль. Как она Мгм. называется? Ну, оно звучит, вот мы называем ее спираль Фибоначчи, да? Это которая, ну, как бы символизирует гармонию мира. И Мгм. вот этот принцип большее в меньшем, меньшее в большем, Фрактальность вот это. фрактальность мира и целостность всего мира. Я Мгм. передаю, чтобы Людмила сейчас ее высшее я, время пришло, 2 дня закончились. Пусть она восстановит целостность ее духа, души, всех ее сфер божественных. Пусть она свою идентичность восстановит и осознает свою истинную мудрость, силу, гармонию. Все внутри нее находится. Мгм. А она вот она говорит: "Я знаю". И я ей передаю, чтобы она зашла в тот момент, когда она будет абсолютно здоровой, гармоничной, и полностью восстановит коны Творца в своем личном пространстве. И я вижу, как эти весы сомнений просто вот так пух и упали. Я ей передаю, чтобы она стерла с ее информационных всех полей все сомнения, касающиеся ее божественной сущности. Хотя сомнения – это очень хороший барьер, который не позволяет чужой информации проникать внутрь. То есть это сомневаться нужно всегда, но только не в себе, да? Не в своей божественной сущности. Мгм. Да. Это, поэтому сомнение в себе подрывает веру в себя. Вот. И я ей передаю, чтобы она восстановила веру в себя, свое божественное начало и восстановила в себе абсолютное здоровье, гармонию, процветание. Убрала все причины физических недугов, все раздоры, передала информацию своему сыну. Мгм. Ух ты! Я вижу, что мне информация пошла, что когда она восстановится, как по мере ее восстановления будет восстанавливаться ее сын. То есть Мгм. отношения с ее сыном, и Да. прозвучала Ольга. Ольга, это ж дочь. Дочь? У нее 2 детей, Мгм. да. А Ольга И, тоже? а Ольга почему-то сейчас, почему-то находится по отношению к Людмиле в секторе магии. М. Что она делает в секторе магии по отношению к Людмиле? Она говорит, я ее убеждаю. Мгм. В чем? А от нее идет такая полоска какая-то гипнотическая. Она говорит, мама, ты не права. Ну, это, ты знаешь, детский, скажем так, максимализм, да? То есть Мгм. мама с прошлого века, ну, это есть у детей такое. Я Мгм. передаю Людмиле, что она может... это из-за того, что не хватает веры в себя, да? То есть как бы Людмила чувствует себя как бы потерянной. Я ей передаю, чтобы она убрала эти энергии, потому что если есть вот это чувство, да, Мгм. чувство еще звучит, что от Ольги, отсутствует как бы чувство благодарности к матери. Не знаю за что, ну вот так оно идет. Мгм. Хорошо. Пусть, если Людмила хочет, пусть она зайдет в те ситуации, где она не была уверена в себе, исправит эти ее
отношения, проявит уверенность в себе и не дает повода сомневаться. Вот она мне говорит, я с ней разговариваю, она говорит, что: "Виктория, я тебе верю". А я говорю: "Не надо никому верить, верь себе". Мгм. Потому что это тоже как бы ложный путь. Никому верить не нужно. Нужно верить только себе. Когда человек верит себе, он верит своему, пути, своему выбору, потому что мы всего лишь люди, да. И когда кто-то кого-то, ну, вот мы с Еленой работали, да, с Тарасом, и они вдруг слились. Мгм. Ну, слились и слились, а люди остались-то, да, на п с прежним своим выбором, да. Почему? Ну, потому что каждый человек. Мгм. Хорошо, пусть если Людмила хочет, передаст информацию Ольге. Да, А, одну секундочку. Да. Я вот, я же это с ней говорю, и я Мгм. вижу, она вдруг, развернулась и вот так как будто бы достала эту внутреннюю птичку, вот эту, которая из этого сердца вылетела. И такие, знаешь, и она говорит, что я возвращаю себе гармонию. И вот эту птичку она вот так где-то вот сюда вот так поставила, и потом эта птичка обрисовала вот такое внутри ее пространство. Вот это опять э, я слышу дуга. Вот это Спираль, спираль, Фибоначчи, Фибоначчи, гармоника. Мгм. гармонику, да. То есть она вот как бы соединила вот эти части своего божественного я с воплощенным телом, то есть с воплощенным сознанием, с памятью. И в этот момент я вижу, как у нее вот крылья, и она поднимается вверх и благодарит. Мгм. Отлично. Хорошо, спроси у Людмилы, все ли мы для нее сделали на этом сеансе. Да, она говорит, вы лучшие. А я ей отвечаю, мы все лучшие. Мгм. Точно. Добро. Тогда благодарим Людмилу Высшее Я за труд. Да. Прощайся, Виктория, с Людмилой. Мгм. Отсоединяйся от всех ситуаций, поднимайся вверх, Да. проверь твое личное пространство. Да, все чисто. Хорошо. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическое, э, на Пространство. физический уровень, да, пространства, в котором я тебе разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.